Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы с помощью простого ритуала изменить свою жизнь к лучшему? Я говорю о том, чтобы поместить свое имя в соленую воду и таким образом привлечь невероятные перемены. В этом видео мы разберем, как эта практика, основанная на буддийских учениях, способна преобразить вашу жизнь удивительным образом. Представьте, что вы притягиваете достаток, благосостояние и гармонию с помощью незамысловатого ритуала, который можно провести прямо у себя дома. Сегодня я расскажу, как эта практика открывает новые возможности и пути к исполнению ваших истинных желаний. Ищете решение текущих проблем? Стремитесь к более уравновешенной и изобильной жизни? Тогда смотрите это видео до конца, потому что мы собираемся раскрыть секреты этого древнего учения и научиться правильно его применять. Важно не просто механически выполнить ритуал, но и понять принцип его действия. Поэтому, пожалуйста, внимательно прослушайте видео от начала и до конца. При необходимости пересмотрите его еще раз. Это действительно важно. Вернемся к нашему ритуалу. Что-то мешает вам двигаться вперед? Хотите испытать что-то новое, чтобы приблизить желаемое? Давайте вместе разберемся, как использовать энергию соленой воды для настройки на вибрации Вселенной и воплощения своих заветных желаний. Эта практика может стать тем самым ключиком, который поможет вам достичь своих целей. Прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. А еще напишите в комментариях фразу «Я с благодарностью принимаю дары Вселенной» или что-то в этом роде, чтобы привлечь еще больше положительной энергии. Ритуал с помещением имени в соленую воду – это духовная практика, берущая начало в различных традициях, включая буддизм, где очищение и энергетическое выравнивание считаются неотъемлемыми элементами духовного пути. В основе этого ритуала лежит убеждение, что вода, один из 5 элементов природы, способна хранить и передавать энергетическую информацию, а соль славится своими очищающими свойствами. В буддийской философии вода символизирует ясность ума, чистоту и текучесть, умение адаптироваться к жизненным обстоятельствам. Соединив соль с водой, мы получаем комбинацию, которая усиливает силу духовного и энергетического очищения. Помещая свое имя в эту смесь, вы как бы заявляете Вселенной о своих намерениях и желаниях, позволяя трансформирующей мощи соленой воды работать в полную силу, устраняя негативные энергии и притягивая положительные вибрации, которые созвучны вашим истинным целям. Преимущества этого ритуала не ограничиваются простым актом веры или суевериями. Они глубоко связаны с психологическими и духовными понятиями намерения, внимания и трансформации. В буддизме очищение – это важнейший элемент для устранения ментальных ядов, таких как зависимость, отвращение и невежество, которые препятствуют нашему пути к просветлению. Ритуал с соленой водой – это могущественный инструмент для гармонизации ума и духа, помогающий практикующему избавиться от негативных мыслей, которые могут мешать личностному и духовному росту. Когда вы пишете свое имя и погружаете его в соленую воду, вы как будто сообщаете Вселенной о своей готовности отпустить все ненужное, чтобы освободить место для нового и соединиться с более высокими вибрациями. Это действие способно вызвать мощный психологический сдвиг, и вы начнете замечать изменения в своих мыслях, эмоциях и в конечном итоге в своей реальности. Важно понимать, что этот ритуал не просто символическая практика, а способ вовлечь свое подсознание в процесс исцеления и трансформации. Именно в подсознании хранятся наши глубинные убеждения, многие из которых остаются вне нашего сознательного восприятия, влияя на наше поведение и результаты. Выполняя подобный ритуал, вы посылаете мощный сигнал своему подсознанию, подтверждая свое твердое намерение привлечь положительные изменения в свою жизнь. В буддизме это соответствует идее, что мы сами творим свою реальность, и, изменяя свое мышление, намерения и вибрации, мы преображаем и окружающий мир. Таким образом, помещая свое имя в соленую воду, вы активно работаете с внутренними и внешними энергиями, создавая поле притяжения для того, чего вы действительно желаете, будь то мир, процветание, любовь или здоровье. Еще один важный аспект ритуала с соленой водой заключается в том, что он служит фокусом для медитации и осознанности. Буддийская практика подчеркивает важность жизни здесь и сейчас и развития осознанного мышления.
Во время ритуала старайтесь писать свое имя и погружать его в соленую воду медленно и осознанно, воспринимая это как форму активной медитации. Выполняя эти действия, сосредоточьтесь на своих намерениях, визуализируйте свои цели и то, что вы хотите привнести в свою жизнь. Это состояние осознанного присутствия помогает очистить ум от всего постороннего и сконцентрироваться на главном, устанавливая более прочную связь между вами и Вселенной. Со временем эта практика поможет вам выработать более спокойное, собранное и восприимчивое отношение к тем дарам и возможностям, которые появляются в вашей жизни. Итак, хоть ритуал помещения имени в соленую воду прост, он наполнен духовной глубиной и обладает огромным трансформационным потенциалом. Он включает в себя фундаментальные буддийские учения, такие как очищение духа и трансформация ума. Если вы ищете способ синхронизировать свои энергии и воплотить свои желания, эта практика может стать катализатором существенных перемен. Это не просто символическое действие, но и обязательство перед собой на пути духовной и эмоциональной эволюции. Все больше людей делятся историями своего успеха с этим ритуалом, и становится очевидно, что в таких практиках, которые объединяют намерения, действия и энергию, заключена глубокая сила. Включив этот ритуал в свою духовную практику, вы можете открыть двери в новую реальность, где ваши намерения и желания будут услышаны Вселенной. Прежде чем приступить к ритуалу с соленой водой, важно как следует подготовиться. В буддизме и других духовных практиках подготовка позволяет настроить ум на глубокую связь с ритуалом. Для начала вам понадобится стеклянный или керамический сосуд, он подойдет лучше, чем пластиковый или металлический, так как они могут нарушать энергетические потоки, которые мы хотим очистить и привлечь. Прозрачный сосуд символизирует ясность и прозрачность ваших намерений, позволяя вам наблюдать процесс очищения. Ритуал лучше проводить в тихом, чистом месте, ведь окружающая среда непосредственно влияет на ваше психическое и энергетическое состояние. Второй важный элемент – чистая вода. Можно взять фильтрованную или минеральную, но главное, чтобы она была чистой, символизируя чистоту ума и духа. Во многих духовных культурах вода считается одним из самых могущественных элементов, поскольку она может впитывать и транслировать вибрации и намерения. В буддизме вода используется в церемониях для очищения, омовения и благословения. Когда мы задействуем ее в ритуале, она становится проводником для передачи тех намерений, которые вы хотите проявить. Важно, чтобы в процессе подготовки воды вы находились в спокойном, сосредоточенном и позитивном состоянии ума, четко представляя то, чего вы хотите добиться с помощью этого ритуала. Следующий важный ингредиент – соль. Желательно использовать морскую или крупную соль, которая известна своими очищающими и защитными свойствами. В духовной практике соль на протяжении тысячелетий применяется для нейтрализации негатива и создания защиты от нежелательных энергий. В сочетании с водой соль усиливает способность воды очищать и защищать. Перемешивайте ингредиенты медленно, с намерением и осознанностью. Каждое движение должно быть осмысленным, подчеркивая, что вы создаете мощное средство для очищения. Таким образом, вы уже активируете энергию, которую хотите привлечь в свою жизнь. Помимо этих материалов, вам потребуется лист бумаги и ручка. Бумага — это пространство, где ваши намерения обретут форму. Именно на ней вы напишете свое имя или имя человека, для которого выполняется ритуал, а также те намерения, которые вы хотите проявить. Написание имени на листе бумаги является формой персонализации, жестом, несущим уникальный энергетический заряд. В буддизме этот акт также можно рассматривать как акт творения, определяющий вашу судьбу. Когда вы будете писать свое имя и намерение, важно сохранять ясность ума и позитивный настрой, представляя свои желания уже исполненными, заранее благодаря Вселенную за грядущее благословение. Еще один важный момент подготовки – это психическое и духовное состояние перед началом ритуала. Уделите время тому, чтобы сконцентрироваться на дыхании и войти в медитативное состояние. В буддизме медитация используется для достижения спокойного и сосредоточенного состояния ума, что идеально подходит для таких практик. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, позволяя каждому выдоху устранить напряжение или негативные мысли, которые могут помешать процессу. Эта психическая подготовка чрезвычайно важна,
потому что ваши намерения и желания многократно усилятся благодаря чистоте и ясности вашего сознания. Будучи полностью присутствующей и осознанной во время ритуала, вы открываете прямой канал связи со Вселенной. Также рекомендуется организовать особенное место или алтарь для проведения ритуала. Это может быть любой уголок вашего дома, но он должен быть чистым и свободным от всего, что может вас отвлекать. Можно использовать свечи, кристаллы, благовония или другие духовные атрибуты, которые находят отклик в вашей душе. Главное, чтобы это место ассоциировалось у вас с миром, покоем и позитивной энергией. Эта атмосфера, а также тщательно подготовленные материалы и правильный настрой ума создают мощное вибрационное поле, которое усиливает воздействие ритуала. Помните, что подготавливая пространство, материалы и свое сознание, вы формируете пространство, где ваше истинное «Я» может общаться с силами Вселенной, позволяя проявиться тем намерениям, которые вы вложили в соленую воду. Первое, что нужно сделать – выбрать спокойное время, желательно в тихой обстановке, где вы сможете полностью погрузиться в процесс. В буддизме момент проведения любой духовной практики имеет огромное значение, так как он непосредственно влияет на энергию, которую вы стремитесь направить. Перед началом важно очистить ум от всех забот и отвлекающих факторов. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы сконцентрироваться. Рекомендуется проводить ритуал в то время суток, когда вы испытываете наибольшую связь с собой. Некоторым подходит утро, когда ум свеж, другим вечер, когда атмосфера более расслабляющая. Выбор времени может существенно повлиять на эффективность ритуала. Итак, выбрав подходящее место и время, начните ритуал с того, что напишите свое имя на листе бумаги. В буддизме визуализация – это очень действенная практика, потому что она помогает создать в уме желаемую реальность. Вдыхайте и выдыхайте глубоко, ощущая поток энергии, которая течет внутри вас и вокруг листа бумаги. Когда почувствуете, что готовы, аккуратно опустите бумагу в соленую воду, представляя, как растворяются негативные энергии, а ваши намерения устремляются во Вселенную. Когда вы помещаете бумагу в воду, важно сохранять сосредоточенность и духовную связь. Наблюдайте, как бумага постепенно погружается в соленую воду. Это момент глубокой интроспекции и тишины. Прочувствуйте силу этого момента. Бумага, которая несет ваши намерения, очищается и наполняется энергией. Представьте, как ваши намерения впитываются водой и излучаются во Вселенную в виде волн позитивной энергии. Если вы чувствуете в этом необходимость, можно про себя или вслух произнести утверждение или мантру, которая усилит ваши намерения. Например, «Я открыта и готова принять все блага, которые дарует мне Вселенная». Повторение этих слов создает постоянную вибрацию, способствующую исполнению желания. Помедитировав и повизуализировав несколько минут, оставьте контейнер с водой и бумагой в тихом месте как минимум на сутки. В это время энергии соленой воды продолжат работать, очищая и усиливая ваши намерения. В буддизме концепции терпения и отстранения играют важную роль. Практикующему необходимо довериться процессу. Бумага может начать растворяться в воде, что символизирует передачу ваших намерений Вселенной. Можно накрыть контейнер легкой тканью на время проведения ритуала. Спустя сутки или более завершите ритуал, удалив остатки бумаги и вылив соленую воду. Делайте это с уважением. Воду можно вылить на землю в саду или на природе. В буддизме стихия Земли символизирует стабильность и питание, что помогает закрепить ваши намерения во Вселенной. Выражая благодарность про себя или вслух, вы поддерживаете высокие вибрации. Вы можете ощутить умиротворение, легкость или даже прилив энергии. Это время для осмысления прожитого опыта. После завершения ритуала с соленой водой полезно задуматься о том, чего ждать и как интерпретировать знаки, которые могут появиться в вашей жизни. В буддизме считается, что энергия, которую вы излучаете, возвращается к вам. Первые признаки того, что ритуал начал действовать, могут быть едва заметными. Например, ощущение умиротворения или легкости, более яркие сны или внезапное озарение в сложной ситуации. Эти небольшие знаки говорят о том, что энергии пришли в движение и начали перестраиваться, освобождая место для того, чего вы на самом деле желаете. Важно быть внимательной к этим небольшим знакам, так как они могут стать началом более значительных перемен. Эти изменения – не случайность. Они – отражение той энергии, которую вы запустили, выполнив ритуал.
Важно понимать, что не все изменения, происходящие сразу после ритуала, будут восприниматься как положительные. Иногда процесс очищения может вызвать затруднения или эмоции, с которыми необходимо столкнуться и разрешить их, прежде чем настоящие благословения смогут проявиться. В буддизме эта идея известна как появление очищающей кармы, когда препятствия возникают не для наказания, а чтобы помочь вам расти и освободиться от старых установок. Если после ритуала вы столкнулись с трудностями, воспринимайте их как возможности для проявления принятия, терпения и самоанализа. Преодоление этих трудностей может стать ключевым шагом на пути к энергетической и духовной гармонии. Самоанализ необходим для полного понимания влияния ритуала. В буддизме самоанализ, размышления о наших поступках, мыслях и чувствах являются центральной практикой. После ритуала уделите время медитации и подумайте о том, что вы чувствуете и замечаете. Ведите дневник, куда вы будете записывать свои мысли, чувства и любые знаки, которые замечаете. Это не только укрепит вашу духовную практику, но и даст вам более четкое представление о том, как ритуал влияет на вашу жизнь и духовный рост. В зависимости от ваших ощущений после первого ритуала, возможно, стоит повторять его регулярно, например, раз в неделю или месяц, чтобы укрепить свои намерения и поддерживать позитивный поток энергии. Каждый раз, выполняя ритуал, вы подтверждаете свою приверженность собственному духовному росту. Кроме того, каждая новая практика дает вам возможность глубже проанализировать ситуацию, скорректировать свои намерения и лучше понять свой духовный путь. Наконец, важно помнить, что благодарность играет огромную роль в любой духовной практике, включая ритуал с соленой водой. Благодарность Вселенной, энергиям и себе за процесс трансформации необходима, чтобы поддерживать высокую вибрацию и привлекать еще больше добра. Благодарность создает круговорот энергетического обмена. Выражая благодарность, вы фактически повышаете частоту своих намерений и становитесь более восприимчивой к тому, чтобы получить желаемое. Завершайте свои размышления моментом благодарности, признавая, что вы на верном пути, и каждый шаг, даже самый маленький, приближает вас к жизни, о которой вы мечтаете. Благодарность – это очень сильная практика, которая повышает вибрации и укрепляет энергетическое поле вокруг ваших намерений. Можно завести дневник благодарности и ежедневно записывать в него 3 вещи, за которые вы благодарны этому миру. Это простое упражнение поможет вам сосредоточиться на тех благословениях, которые уже есть в вашей жизни, и привлечь еще больше добра. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео на эту тему. А еще напишите в комментариях утверждение: «Я сохраняю свою энергию позитивной, а мое сердце открыто для благословений Вселенной». Эта практика поможет усилить ваше намерение и привлечь еще больше позитивных вибраций в вашу жизнь. До встречи в следующем видео!